В этом выпуске мы отправимся вглубь острова, чтобы познакомиться с флорой и фауной Занзибара. Увидим редких животных, погуляем по джунглям и поиграем в игру «Угадай специю по запаху». А еще я расскажу вам о конкурсе, который мы решили для вас провести. Всем привет! Вы на канале Ян-Буян. И сегодня я вам покажу основные достопримечательности острова Занзибар. Это часть 1. Лайки, колокольчик, подписка. Поехали! Одна из достопримечательностей Занзибара – это парк бабочек. Здесь занимаются их разведением и сохранением. Насекомые находятся в вольере, но прежде чем тебя туда пригласят, тебе расскажут весь цикл жизни бабочки. У них есть 5 стадий, чтобы раскрыться и стать бабочкой. Вот этот этап – гусеница. Когда они вылупляются из яйца, это очень маленькие гусенички. Они едят листья, чтобы расти. Смотрите, тут есть гусенички. Видите? Живые. Хочешь подержать? Да, она очень мягкая. Какая она милая. Итак, гусеницы едят листья. Вот так, как здесь. Мы зовем их голодными гусеницами, потому что они едят, очень много едят. Они питаются листьями около 2 недель. После 2 недель они меняются. Они плетут нить и закутываются в шелк. И прикрепляются где-нибудь, чтобы перейти на 3-ю стадию – кокон. Да. В этой стадии я покажу вам ее снаружи. Они остаются 10 дней, и через 10 дней они открываются до финальной стадии бабочки. И бабочка живет только 2 недели, а потом умирает. Итак, от яйца до смерти весь цикл длится около 1,5 месяцев. Очень короткая жизнь. От яйца до гусеницы 10 дней в коконе и только 2 недели бабочкой. Но перед смертью бабочка откладывает яйца, чтобы продолжить цикл и... Сколько яиц? Около 300 яиц. Каждая бабочка. 300 яиц? 300 яиц от одной бабочки, но не все выживают, потому что маленькие хищные мухи съедают их яйца. Это значит, около половины остается. Около 150. Итак, когда они спариваются, мужские и женские особи, это длится около 6 часов. Они занимаются любовью. 6 часов они спариваются, и потом мужская особь умирает. Раньше в этом районе производили уголь, для чего срубали деревья, и это грозило экологической катастрофой. Но местные жители только так могли зарабатывать деньги, и на природу им было совершенно все равно. Но однажды сюда приехали шотландцы и поделились своей бизнес-идеей. Они предложили людям разводить бабочек, а зарабатывать тем, что за вход с туристов брать деньги. В общем, новый бизнес пошел, и таким образом остановилась вырубка леса. Во время стадии кокона многие люди приносят их сюда. Они берут яйца, оставляют гусениц у себя дома. И когда гусеница переходит в кокон, многие люди приносят их сюда и получают деньги за коконы. Вот такой вот процесс жизни бабочек. Вот так вот выглядят коконы разных цветов, разные виды бабочек. Итак, они выбираются из кокона. Бабочки. Они висят здесь или здесь, около 2 часов. Чтобы просушить свои крылья. Потому что когда они освобождаются от кокона, у них есть еще очень мягкие крылья. После того, как они повисят здесь 2 часа, мы открываем клетку, и они вылетают. Это так мило. Да.
Если признаться, я первый раз посетила подобный парк, и либо у меня ожидания были слишком завышенные, либо нам не повезло и бабочек было мало. Вольер совсем небольшой, и если бы мы специально и далеко ехали ради этого места, я бы очень сильно расстроилась. Но парк находится возле Jozani Forest, и именно туда мы сейчас держим путь. Jozani Forest – это единственный национальный парк на Занзибаре. И известен он тем, что здесь обитает большая популяция красных колобусов, которые в Международном союзе охраны природы имеют статус в опасности. И это означает, что животные находятся под угрозой вымирания. Помимо колобусов в парке есть и другие животные. Голубые мартышки, вараны, летучие мыши. И самый огромный мой страх – это змеи. И не просто змеи, а самые ядовитые змеи на земле – зеленая и черная мамба. Сразу же скажу, что, к счастью, мы их не встретили, но не сказать про них я не могу. В интернете можно встретить информацию, что посмотреть на колобусов можно и бесплатно. Я, конечно, не могу обойти данный вопрос стороной, потому что это действительно так. Обезьяны обитают в лесу, а автомобильная дорога проходит сквозь этот лес. Поэтому можно остановиться напротив въезда в национальный парк и самостоятельно прогуляться. Но делать этого я крайне не рекомендую. Это джунгли, и гид знает эту местность. Он знает каждую тропинку, и в первую очередь он нужен не для того, чтобы рассказать вам про животных, а для того, чтобы вы не заблудились. А во-вторых, это все-таки дикая природа. Обезьяны, мамбы, да даже муравьи здесь могут сильно покусать. Поэтому, если вы приняли решение посетить Jozani Forest, я все-таки советую вам не пожалеть $10 и обратиться к официальному гиду. Прикольные эти обезьянки, прям очень большая милота, смотри на них. Но очень аккуратно нужно под ними ходить. Они либо в тебя что-то могут бросить, либо просто написать или накакать. Легко. У них есть 4 пальца. Нет больших пальцев. Не кормите и не трогайте их, окей? Они едят побеги и цветы. Немного едят. Они не могут есть еду, где есть сахар. Ни бананы, ни манго. Потому что их желудок не переваривает сахар. Но голубые обезьяны едят все. Манго, бананы, торты. Это окей. Обезьяны живут в группах от 50 особей. У группы обезьян должен быть лидер, сильный самец. Когда лидер умирает, они выбирают нового лидера. Самцы сражаются за лидерство в группе. Разница между самцом и самкой такая. У самцов широкие лица, а у самок узкая. Мать вскармливает ребенка до 18 месяцев. Затем особь взрослеет до 6 лет. Они живут от 20 до 25 лет, потом умирают. Ребенок меняет цвета за 3 месяца на красные. Они могут обходиться без воды 3-4 месяца, потому что воду они получают из листьев, а беременность длится 6 месяцев. Они едят уголь. Они едят уголь, чтобы убрать токсины из желудка. Иногда у них забивается живот токсинами, так что они едят уголь, чтобы вывести токсины из организма. Понимаете? Колобусы и голубые обезьяны живут вместе, едят вместе, играют вместе, но не занимаются межвидовым спариванием. В Занзибаре, кто видел их осталось около 1000 в Джозани. Но в естественной среде число мартышек растет. У колобусов всего 4 пальца. И никаких чатов им, и никакой игры в PlayStation. Вот этому малышу с мамой всего 2 недели. Он еще совсем кроха. К ним можно очень близко подходить, но, конечно же, прикасаться и пытаться погладить их нельзя. Все-таки это дикие животные. Так, человека они не боятся. После прогулки с обезьянами гид проведет экскурсию по джунглям, расскажет про растения, кустарники и деревья, которые здесь растут, а под конец вас ждет поездка в Мангровый лес. И что это? Окей, вы видели корни? Да.
Мангры используют корни, чтобы дышать. Они не используют для дыхания листья, поэтому вы видите много корней на поверхности. Они не используют листья, так как они очень соленые, поэтому именно корнями они набирают воздух. Здесь водится рыба долфиш. Долфиш? Да, они называются долфиш из-за большого рта. Мать рыба приплывает сюда, чтобы отложить икру, а затем снова уплывает в океан. Когда маленькие рыбки вырастут, они поплывут к океану. Это место можно только фотографировать, тут нельзя купаться, можно только любоваться и делать фото. Мангровые леса – это вечнозеленые лиственные леса, которые приспособились расти в почве под водой. И несмотря на то, что они производят впечатление сквернопахнущих болот, они представляют интерес как одна из важнейших и богатейших экосистем. С 2015 года даже существует Международный день сохранения мангровых экосистем, который ежегодно отмечают 26 июля. И его цель – донести до мира, что эта экосистема не только уникальна, но еще и очень уязвима. Занзибар называют островом специй, поэтому одна из популярных экскурсий острова – это посещение фермы специй. И, конечно, мы не могли объехать их стороной. Мы приехали на ферму специй, на экскурсию. Сейчас посмотрим, что же она из себя представляет. На ферме вам расскажут про каждую специю, где растет, как и когда собирают. Вам сорвут плоды с дерева или найдут их в траве, почистят, порежут и дадут попробовать или понюхать, чтобы вы угадали, что же это такое. Это растение перец. Перцем пахнет. Пока не раскроешь, не почувствуешь запаха. Если раскроешь, уловишь запах. Итак, это перец, но это не дерево. Перец – это лоза. Перец – это лиана, и она растет на другом дереве. Про перец мы говорим, что у нас в Занзибаре есть около 4 видов перца. Зеленый, красный, белый и черный. Но в основном они идут от одного растения. Все они идут с одного растения. Ты просто должен дождаться по времени, какой тебе нужен перец. Если кому-то нужен зеленый перец, мы собираем их, пока они зеленые, и используем их. Но если кому-то нужен черный, то мы должны собрать плоды красного или зеленого цвета, а затем высушить их на солнце. После этого он меняет свой цвет и постепенно становится черным. Если нам нужен белый перец, мы ждем, пока они станут красными только на верхушке плода. И потом, собрав их, мы идем домой, снимаем кожицу, кладем в воду и моем, а позже сушим, и тогда они становятся белыми. Если кому-то нужен красный перец, то мы выбираем красные плоды, кладем их в горячую воду, оставляем на солнце. И тогда они останутся красными. Так мы получаем красный перец. Попробовали перец? Зеленый. Теперь все, язык весь горит, горит, как пожар. А может эвкалиптум заесть, а? У меня атрофировались губы. Серьезно. Я не чувствую вообще. Вот это подходит для окрашивания еды. Мы называем это анатта. Анатта или натуральная помада. Мы называем это анатта. Это пищевой краситель. У нас есть специя красный карри. И ее цвет красный из-за добавления анатта. Мы называем это натуральной помадой, потому что наши мамы, когда идут в магазин, мажут ей губы, как помадой. А индийцы используют ее для того, чтобы сделать точку на лбу. Видите? И еще некоторые люди, например, массаи. Они любят красить волосы. И они используют анатта для окрашивания волос. Оно подходит для окрашивания. И некоторые используют это как лак для ногтей. Видите? Но без запаха. Без запаха, только цвет.
Это растение имбирь. В Занзибаре люди используют имбирь как афродизиак. И некоторые люди, мусульмане, используют его для того, чтобы осилить больше одной жены. Они используют этот вид имбиря. Но это не только про имбирь. Имбирь хорош для мужчин, но у нас есть и другая пряность, специально для женщин. Я покажу вам растение и расскажу, почему это специально для мужчин, а другая для женщин. Люди раньше от ревности сажали растения «не трогай меня» вокруг дома, напротив дома и за ним. Сажали везде. Когда жена уходила без мужа, а по возвращении видела много закрытых растений, значит, кто-то есть вокруг или снаружи. Единственная специя, которая идет на экспорт на острове, это гвоздика. Ее на Занзибар завезли с Малукских островов, которые, между прочим, находятся в Индонезии и называются островами пряностей. Вскоре на острове появились первые гвоздичные плантации, а к середине 19 века Занзибар стал крупнейшим поставщиком этой пряности в мире. Еще мы считаем, что она полезна, если на теле есть паразиты. Ты можешь использовать гвоздику, взять 10 штук, кладем в стакан воды, оставляем на 20 минут и потом выпиваем каждый день по утрам. Если ты выпиваешь один стакан, это помогает убрать паразитов. Друзья, мы решили провести серию конкурсов, и первый наш приз будет сертификат на путешествие в 50 тысяч рублей. Вы сами выберете место, куда вы хотите полететь отдохнуть. Это может быть отдых как и по России, так и за рубежом. Сертификат будет действовать 1 год, так что у вас будет время для того, чтобы решить, куда и когда вы хотите поехать. Согласитесь, в наших реалиях это важно. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в розыгрыше? Да всего лишь надо подписаться на мой YouTube-канал, поставить лайк и оставить комментарий под этим видео, куда бы вы отправились, если бы выиграли сертификат, с кем и почему именно туда. А чтобы я знала, что именно вы принимаете участие в конкурсе, перед комментарием напишите фразу «Хочу в путешествие». Розыгрыш мы проведем в ближайшее время в прямом эфире на YouTube-канале. Давайте еще раз, это важно. Обязательно напишите в комментарии «Хочу в путешествие», а дальше опишите ваш идеальный отпуск. Ну а также не забывайте подписываться на мой Instagram и Telegram-канал. Ссылки в описании к ролику. Желаю всем удачи! Тут же продают вот такие вот маленькие парфюмы, это как масло, с чем-то, скорее всего, мешают. Я взяла ванильный и Занзибар микс. Стоят они по 5000 шиллингов. Это где-то $2,5. Но пахнет очень хорошо. Под конец экскурсии один из гидов покажет свое умение проворно взбираться на высокую пальму, устроя при этом целое представление. Срежет для вас свежий кокос, а также из листьев сплетет для девушек ожерелье, для мужчин галстук и для каждого по короне. Асанте Сана. Свежий кокос, только что сорванный, освежающий. Это мускатное дерево. В Занзибаре есть традиция. Ты знаешь, у нас большинство людей мусульмане, но мусульманам не разрешено иметь отношения. Мы не встречаемся друг с другом много-много раз. В первый раз женщина, в день свадьбы, в первый раз будет только двое. Мужчина и женщина, муж и жена. Они сделают это в первый раз. Наши женщины в Занзибаре очень стеснительны. Поэтому, когда мужчина должен сделать это,
Женщина пытается избежать этого, потому что боится первого раза. И у нас в Занзибаре есть способ сделать женщину увереннее – использовать мускат. Мы берем один лишь мускат, ломаем скорлупу, достает сам мускат, измельчаем его в пудру, а потом мама приготовит его. Она делает кашу и мешает ее с мускатом вместе. Все это варится, затем добавляется сахар. Это дают мужу и говорят: возьми это, пойди в свою комнату. И когда он идет туда, он наливает эту кашу в чашу и дает выпить своей жене. Это решит все проблемы. Когда она ее даст, одна чаша, вторая, еще одна. Когда она выпьет 5, все будет хорошо. Почему его нельзя использовать много? Потому что мускат – это натуральный наркотик. Люди используют больше одного. Это опасно, потому что он очень-очень сильный. Поэтому для мужчин в Занзибаре имбирь, а для женщин мускат. Подводя итог, я могу сказать, что, конечно, какого-то экстремального отдыха в центре Занзибара нет. И для кого-то посещение этих мест может показаться очень скучным, а кто-то может узнать для себя что-то новое и интересное. Ну а следующий выпуск мы посвятим океану и его жителям. Узнаем, какой снорклинг на Занзибаре, отправимся на рыбалку, познакомимся поближе с черепахами и поплаваем с дельфинами. А еще прогуляемся по деревне Нунгви и узнаем, как живут местные жители. Так что подписывайтесь на канал, и уже скоро с вами увидимся. Спасибо за лайки, не забывайте про конкурс. Всем пока!